Хотела і запытацца пра рэакцыю вас, дыпламата, на рэакцыю нямецкага дыпламата ў Беларусі, калі ён фактычна выбачыўся перад прадстаўнікамі Александра Лукашэнкі, так званымі ябацькамі. Я считаю уже не как дипломат, а как политик ошибочными действия посла Германии в Беларуси. Фактически это была акция, организованная пропагандой, организованная либеральной демократической партией Гайдукевича, насколько я понимаю. Туда были свезены фактически лица, участвовавшие в этой акции, пропагандистские каналы, на которых показываются демократические силы Беларуси как преступные силы, когда нас показывают с виселицами на шее, с петлей на шее, когда говорится о том, что в Украине действуют нацисты, о том, что российские войска являются войсками освободителей, и в этот момент выходит посол Германии и приносит извинения. Может быть, он извинится за 1120 политических заключенных, которые сидят в тюрьмах. Может быть, мы услышали голос посла Германии в защиту 50 тысяч арестованных, задержанных в Беларуси. Может быть, мы слышали его голос осуждения, то, что ракеты летят со стороны Беларуси в Украину, убивают мирных украинцев, танки заходят через государственную границу. Может, мы слышали его осуждение самолеты, вертолеты, которые стартовали и убивали украинцев. Я такого голоса посла Германии не слышал, поэтому меня вызывает это удивление. Я надеюсь, что правительство Германии должным образом отреагирует на это, потому что здесь существует непоследовательная политика. Мы знаем о том, что правительство Германии еще до войны рассматривала вариант направления нового посла Германии с вручением верительных грамот Александру Лукашенко. И у меня были на этот счет встречи в Берлине. Германия ведущая страна, сильная страна, политически и экономически. И ей необходимо, наконец-то, занять четкую, ясную и однозначную позицию. Давайте працягнем, пагаворым пра тое, калі прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці у розных міжнародных мерапрыемствах, перамовах прадстаўляюць Беларусь. Так? Гэта адбылося ў Бухенвальдзе. Ці магчыма, калі беларускія дэмакратычныя сілы прадстаўлялі беларускі бок больш шырока, у тым ліку, напрыклад, на перамовах Расіі і Украіны. Например, во всяких інших международных, вельми важных сустрэчах. Я думаю, здесь необходимо нам для себя принять принципиальное решение, в каком качестве мы будем представлять Беларусь на этих переговорах. Да, конечно. На сегодняшний день мы понимаем, что Лукашенко не является легитимным президентом в Беларуси. Он узурпировал власть, использовал для этого силу подавления всех протестов, прав человека, свобод человека, и удерживает эту власть силой. И он не представляет интересы Беларуси. Он является марионеткой, он используется Кремлем именно в интересах. Ведь то, что он поддерживает войну в Украине, это нарушает Конституцию, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Это не соответствует интересам белорусского народа. Поэтому говорить о том, кто мог бы потенциально представлять Беларусь на этих переговорах, конечно же, демократические силы. И такой вариант нельзя исключать. Но все же демократические силы — это нечто общее такое, не может быть не оформленное в виде институтов. И я вновь ставлю вопрос о том, о чем мы говорим в протяжении этого 1,5 лет, что необходимо принимать решения и создавать национальные органы власти, как органы, представляющие реальные интересы белорусов. Это сложное политическое решение, это политическое решение, которое сегодня может быть реализовано, к сожалению, за пределами Беларуси, но это является основой для того, чтобы могли в будущем обеспечить сохранение независимости и развитие государства Республики Беларусь. Это важное, важнейшее политическое решение, которое нужно принимать. Если мы его не примем, значит, мы будем находиться в этом процессе очень долго и надеяться на то, что ситуация решится сама. Как будто весь Запад ослеп, как будто они закрыли глаза. И когда я говорю представителям, не буду называть каких уважаемых стран, что Лукашенко сам признался, что первый ракетный удар был нанесен с территории Беларуси 23 февраля в 23:00, и для них это вызывает удивление, я задаюсь вопросом, что делают дипломаты западных стран в Беларуси? Что делает посольство Германии в Беларуси, когда их посол выходит и извиняется? За что? Как он информирует госпожу Бербак, министра иностранных дел? У меня вопрос. Когда мне один министр иностранных дел рассказывает, мы сохраним здесь посольство Беларуси для того, чтобы получать информацию о том, что происходит в Беларуси. Вы правда понимаете что-то в дипломатии? То есть вас белорусские дипломаты режима будут информировать о том, что происходит в Беларуси? Но тогда вы будете слепыми и глухими. Дипломаты западные, проснитесь.
Повторяется стратегическая ошибка, которая совершалась из пятилетия лет. Я был в этом процессе, я знаю, как это происходит. И вы сейчас покупаете эту фиктивную монету со стороны Лукашенко. Это недопустимо. Ці атрымаецца гэтым разам зноў пачаць гандаль палітвязнямі часткова. Да, это тот тезис, С гулять который... на миротворчей этой карте. Я отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с теми данными, которые мы получили в ходе заседания Совета Безопасности на прошлой неделе, Лукашенко, мало того, что он поручил разведке, поручил Макею выходить на все внешнеполитические ведомства, прозвучало слово «политзаключенный». Лукашенко хочет повторить историю торговли с политическими заключенными. Я признателен, например, Министерству иностранных дел Чехии, которые четко мне сказали, что их политика не поменяется. 2 года они отказались от контактов, и они имеют очень четкое, реальное понимание того, что происходит в Беларуси. Верим ли мы в историю, что Лукашенко завтра освободит 1120 политических заключенных? Я не верю, что... Я хотел бы, чтобы Статкевич и Бабарико были свободными, чтобы Тихановский был свободным. Поверьте, мне как политику, просто как человеку, было бы настолько это важно, мне было бы легче, я не знаю, это просто те поплечники, которые были бы вместе, и мы могли бы бороться. Но верю ли я в это? Нет, потому что я не верю Лукашенко, он не сделает, он будет этого бояться. Мы верим в то, что 600 неправительственных организаций он восстановит, когда Маккей сказал, мы закроем, уничтожим все гражданское общество. И вы сейчас читаете письма от Маккея, а посол Германии ходит к Маккею регулярно, каждую 2-ю неделю. И с ним ведет какие-то конфиденциальные переговоры. Вы верите в это? Я не верю. Мы можем представить, что он разрешит политическим партиям действовать, что у нас выборы будут проходить на конкурентной основе. К сожалению, среди демократических сил Беларуси есть тоже часть, которая пытается продать Западу идею. Давайте снизим градус отношений с Лукашенко, давайте попробуем договориться, давайте придем к 2025 году и пойдем на выборы. Кто верит в то, что после того, когда еще вчера мне звонят из Минска и человека вызывают в КГБ за подпись за Бабарико на списках, когда собирали, кто верит в то, что в 2025 году белорусы подпишутся и не будут бояться за альтернативного кандидата? Я не верю. Так вот, я говорю западным политикам, давайте исходить из базовой оценки этой ситуации, что возможно, что реально, что нет. Это нереально, исходя из этого и строить стратегию. Як працуюць цяпер беларускія амбасады ў свеце? Вядома, што Не практычна ніякіх беларускіх Не пытанняў працуюць. грамадзянаў Беларусі там не вырашаюцца. Што вам вядома з вашых крыніцаў, з вашых кантактаў? Што цяпер, якая атмасфера ў амбасадах, што яны робяць, што яны не робяць? Ну і ці амбасады гэта? Они полностью изолированы, нет никаких коммуникаций политического характера, экономические связи просто прекращены. Ни один инвестор не будет инвестировать сейчас в Беларусь. Мы знаем, что релокация бизнеса осуществляется. Да, один из проектов, который ведет тоже наша команда, это уже 3-й, я называю, Народное антикризисное управление, это не цента на войну. Да, мы предлагаем бизнесу не уходить с Беларуси, мы предлагаем бизнесу прекратить, приостановить отношения с Беларусью, когда через налоги они финансируют Лукашенко и финансируют весь этот военный, силовой аппарат подавления, в том числе войну в отношении Украины. Это то, что мы можем помогать Украине теми средствами, инструментами, о которых я говорил. Поэтому посольства не занимаются экономикой, не занимаются политикой, не занимаются культурой, потому что никто сейчас не будет помогать и быть партнером, не станет посольство. Фактически это выполняются консульские функции. Опять же, мы знаем, что белорусская диаспора, новая, молодая, которая выехала сейчас, она во многом ограничена и не готова идти в посольство, потому что опасается преследований и задержки в оформлении документов. Мы поэтому стараемся находить где-то здесь, среди правительств Европейского Союза, большее понимание, как решать проблемы белорусов. К сожалению, мы видим, что это тоже очень сложно. Реакция не совсем адекватная, однозначно. Это тоже наша проблема, это тоже вызов. Что 20-й год забыли? Мы что, забыли, что белорусы до сих пор сражались и сражаются? Да? Это к европейским политикам. Простите, что я сегодня обращаюсь, но я уже не дипломат, я политик, поэтому я имею право у них спросить. Как человек, имеющий 8 уголовных дел, одно из которых смертная казнь, я имею право задать этот вопрос от имени Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского. Я имею право, они не могут, я могу. И поэтому я у них спрашиваю, почему такое отношение к белорусам в Беларуси? Где же ценностное понимание прав человека и свобод? Посольство, ну что, у меня вопрос к Андрею Добкинусу, послу в Вене, который был моим другом, который является одним из родственников Янки Купалы.
А чем он занимается сегодня? Он занимается обеспечением независимости? Я спрашиваю многих дипломатов, я разговаривал с несколькими послами, это мой привет Макею. С несколькими послами я разговаривал, как началась война. Все мне сказали, ну понимаете, Павел Павлович, мы сейчас занимаемся тем, что защищаем независимость страны. Как вы защищаете? Когда войска российские стоят в территории Беларуси? Когда уничтожена весь имидж, вся репутация белорусского народа, государства Республики Беларусь? Что вы защищаете? Делайте так, как сделала Наталья Хвостова, консул в Генеральном консульстве в Мюнхене. Вот это поступок. Она женщина, мать, одна, но она сделала этот шаг. А вы просто Словакия. Апошняе пытанне да вас. У што вы верыце цяпер? Што дае вам надзею? Я моцны чалавек. Я дзякуй Богу, дзякуй моему бацьку, які выхаваў мяне такім, маёй маме. Я вытрымаю. Я веру ў перамогу. Вы жа бачылі, мы сёння сустракаліся таксама з беларусамі ў Чэхіі і размаўлялі. І я казаў, што я буду змагацца. Наколькі хопіць сілаў, здароўя, я буду змагацца. Бо калі не я, то хто? Я не выключны. Я адзін з тысяч, з мільёнаў. Адзін. Кожны з нас павінен змагацца. Я веру ў тое, што Беларусь мае добрыя перспектывы як незалежная, свабодная, вольная, дэмакратычная краіна на мапе Еўропе. Як сказалі, мне сёння адзін сябар, і ён сказаў, ну мы же такая унікальная краіна, у нас такое унікальнае месцазнаходжанне. Ну, на жаль, Караткевіч калісьці ў каласах пад сярпом тваім сказаў, да будзе у вас самае горшае ў свеце начальства. Я веру ў тое, што будзе ў нас і краіна, і дзяржава, і лепшае начальство. Можа, не самае, але, напэўна, лепшае.